Ребята, всех приветствую. Сегодня у нас будет необычный расклад. Не знаю еще, как его назову. Вы уже знаете. Смысл в чем? Пишу я его раньше, чем вы его, конечно, увидите, но тем не менее. Пришла информация по поводу того, что в сентябре нас ждет 3 ударных волны. И понятия не имею, что ожидает каждого из нас, но хочу хотя бы просмотреть смысл, да, этого всего. Для чего это нам с вами, к чему подготовиться, и опять же таки для осознанных. Первая волна будет 3 сентября. Вторая будет 6 сентября и третья будет 9 числа. Много нападений будет от недоброжелателей, потому что уже к этому периоду их изрядно поднакроет. Давайте скажем так, почему будут идти нападения? Из этих людей так или иначе должны выйти определенные сущности. Сущности к нам цепляются тогда, когда у нас есть непроработки определенного того или иного характера. Соответственно, эти люди за счет отсутствия трансформаций, которые не идут на эти трансформации, упираются до последнего, не работают над собой, не могут дать им выход. Они будут искать выход иными путями. Они нападают на них, жрут их изнутри, те, соответственно, бесятся, потому что у них нет внутреннего баланса, у них нет внутреннего покоя, у них нет терпения. От них уходят доноры энергии, и их покидает творчество. Будут очень метаться, спешить, на что-то вас сподвигнуть, изменить ваш курс, сделать вам препятствия. Будут стараться снять ваши защиты. Будут пытаться выйти с вами на связь. Это для всех. Так, на Таро неба и земли я буду смотреть детали. О, как интересно. Ну ладно. Придется приложить усилия, дабы выдворить этих людей из вашего окружения. Будут нагло, настойчиво лезть. Много чего скрывать от вас.
будут пытаться себя выставить далеко не в том свете, в котором они барахтаются последние несколько лет, месяцев. В зависимости от того, у кого из них какой период. Ну и мне сказано было взять второго Березняка. Значит, мы будем его брать и смотреть, что нам хотят сказать. Здесь у многих недоброжелателей зависимость от просмотров того же Ютуба в плане астрологов, тарологов, магов. Зависимость от того, что они обращались постоянно к этим людям. То есть у них даже активируется. Вот те, которые в неправильных давайте так, с бескодексными практиками работают, магами. Давайте так назовем их. Их как специально будет тянуть к ним. То есть эти маги, соответственно, активируются, дабы мяско пришло, ну, дабы на откуп их отдать сущностям, которые будут их жрать. Так что будьте бдительны и осторожны. Итак, 3, 6, 9. Давайте смотреть, что там. 3 числа. Ага, я теперь поняла ход мыслей Вселенной. Значит так, те, кто из вас проявляли настойчивость, терпение, что-либо планировали, медленно, но уверенно шли к своим целям, вы достигнете поставленных результатов. Самодостаточность вас будет непременно ждать на вашем пути. По поводу самовыражения, творчества, людей, искусства, здесь ваша фантазия тот поток, который через вас проходит, вот так давайте я скажу, это более правильно будет, куда-то вас выведет. За счет этого вы совершите переход. Куда переход, докладывать не буду, говорят, покажут дальше. Так. Те из вас, кто не мог показать по тем или иным причинам свое творчество, свои навыки, умения, у кого был стопор в рабочих моментах, знайте, что вас закрывали. Закрывали через то, чтобы вы разочаровывались в своем деле, в своих начинаниях, в своих планах. Здесь вы исцеляетесь. Да, здесь новые у вас будут договора, новые люди, новое общение, даже я бы сказала цепь людей. Почему-то идет фраза цепь преемственности. Еще такой момент, для кого актуально по поводу ваших фамильяров и тех, с кем вы работаете, вы опять же таки за счет своего ментала, но больше астрального плана совершите переход, они к вам придут и вам помогут.
давайте дополнение возьмем. Господа товарищи, осознанные практики, которые умеют держать баланс, понимают, что это такое. Тьма, свет внутри каждого из нас, которые не на начальном пути, это явно. Я вам хочу сказать так, давайте коротко. Предки в духе вашего рода, определенные силы и мир. Но это не мир мертвых, это всадники смерти. Вам кое-что покажут по поводу эгрегора христианского. Вас будут выводить на сотрудничество с новыми силами. Которые в последующем приведут вас к тому, что христианский эгрегор будет работать на вас. Это очень грубо сказано и высокомерно, но сотрудничать с ним вы сможете. И это будет вам в плюс. Но здесь люди, высокого плана. Это надолго будет. И вам, кстати, это перекрывали ваши способности, их рост, точнее сказать, именно рост. Так, давайте я теперь все-таки хочу, раз показываю только для осознанных, давайте мы посмотрим для тех, кто прекрасно знает, что у них рыльца в пушку, что им ожидать. И у них тоже будет переход, и там, смотря куда крутанет фортуна. Кого на чистки пошлют, кого в болото посадят, кто будет считать, что он встретил свою вторую половину. И здесь актуально, знаете, для кого особенно? Здесь будут косить барышень, которые приворотами-отворотами пользовались, дабы привлечь мужчину, либо забрать его из семьи, привлечь, соответственно, к себе. И здесь дамы, которые делали крадники на других женщин, чтобы забеременеть. И здесь дамы, которые не способны быть эмоциональными, если это и делают, то только на публику, грубо говоря, включают фарс-театр. Вот так вот даже фраза мне идет. И здесь еще есть вопросы, точнее они будут с детьми. Фортуна крутанет не пойми куда, если параллельно были побеженьки к хозяйке кладбища, ожидайте, она к вам придет погостить за ваши работы на перекрестках. Вот так вот по первой волне, да, по 3 сентября. Кстати, песня, да, я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну. Чё-то вспомнился этот момент из этой песни. Просто перечитайте ее текст, что-то в ней вам да подскажет. Даст подсказки какие-то, возможно, у кого-то из вас, кардинальные, да, воспоминания с этой датой. То есть, значит, что-то будет закрываться, для кого-то открываться по кармическим долгам.
не скажу, что у вас все просто пройдет, ребята. Будут свои моменты, моменты обучения. Но я думаю, осознанные с этим всем справятся. Очень долго вам мешали в этом вопросе. И здесь мир мертвых по вам пускали. Страхи нагоняли, чтобы вы просто боялись брать всю силу, ну, силу своего рода, то, что вам предначертано. Итак, 6 число. Смотрим, что здесь у нас. Так, те, на кого были нападки. И здесь вам предки духи рода дадут ключи. Кто, на кого точнее, делалась магия на безденежье, вот это все будет выметаться. Хорошее послание будете получать от предков духов рода, которые дадут вам силу, знания, дабы одержать триумф. Тут либо вы получите известие, что вас всегда заставлял кто-то выбирать, да, вот либо ты, либо еще кто-то. Но если ты, то ты сделаешь вот это. Вот в такой позиции. И здесь кто-то силой просто подавлял вас, и пробивалась ваша защита автоматически при этом. Не исключаю, что это был брак. Но если так, то здесь психологическое насилие над вами. Здесь вас просто закрывали. Вот вы получите какие-то ключи, как выйти из данной ситуации. Да, здесь реально вопросы семейного толка могут быть, но не обязательно. Почему? Потому что здесь еще могут быть сотрудничества с людьми, которые вам дороги. И здесь вас пробивали по сердечной чакре. На перекрестках против вас работа велась, да, 2 людьми по вашим семейным ценностям, по вашей дружбе. Но для кого-то из вас, вот если кто из вас реально пребывал в определенных стесненных обстоятельствах психологического насилия в браке, здесь сработает отворот-приворот от третьих лиц на вашу пару, дабы вас просто растянуть. Этот мужчина или эта женщина, ну, они не ваши. Но у вас будет выбор, вы об этом узнаете и поймете. Вот на 6 число будет активация таких энергий. Даже так и даже вот так вот, да? Интересно, интересно. Там просто из 2 колод.
карты ну, сила на силу ложится. Значит так, здесь показывают Магуев. Которые очень, ну я скажу так, ребят, очень много тут вариаций, давайте начнем по порядку. Вот те люди, которые, допустим, на вот такую пару, которую я описала, сделают санкционированно нападение, дабы вы разошлись и успокоятся, там отдельная история. Те же, которые будут продолжать вас долбить, вот тут, как говорится, здравствуйте, на их работу придет определенная энергия, которая, ну, по их головы, короче, придет. Маги, которые слишком были завернуты на деньгах и применяли силу, дабы поработить ресурсы других, чтобы получить эти деньги, очень усердно трудились. 8 дней в неделю, хочется сказать, труд шел. По вашу душу уже идут. Вот так-то. По поводу санкционированности на отвороты-привороты, ребята, тема очень тонкая, тем более для восприятия. Давайте скажу так. Если высшим силам не нужно, чтобы пара расходилась, на вас ничего не сработает и не ляжет. Вас уберегут и защитят. Но порой, когда вы вот сидите в таких вот отношениях, о которых я говорила, либо в таком сотрудничестве, там, рабочие моменты, либо вот дружба, да, с каким-то человеком, рано или поздно будет большой бадабум, дабы вы научились себя ценить. Здесь по второму варианту вот такая информация. Точнее, не по второму варианту, а по второй волне. И вам нужно просто быть к этому готовыми. И еще момент. Если будете долго упираться, ну, я вот не вижу, что здесь люди вот как-то будут упираться. Нет. И здесь уже такое отношение, не то что, ну, разойдемся, ну и ладно. И хорошо. Может, полегче станет. Вот что-то в этом роде. Тогда вот эти вот ваши недруги, да, которые очень долго трудились, да, у них сработает, их работа ляжет, но только с одной целью. И по одной причине. Потому что вы вовремя не смогли остановить порабощение своей личности другим человеком. Вот так-то. И третья волна. 9 сентября. Для кого-то колоссально новые знания, которые перевернут ваше мировоззрение. Здесь кому-то женщины из рода будут помогать. Здесь, понимаете как? Здесь может быть построение своего дела, новые проекты, кому-то придут финансы, предки духи рода помогают, кому-то дадут новые защиты, кто-то будет обучаться защитам. При любом раскладе вы погружаетесь в новые энергии, в новые знания, в новые трансформации, в новое начало. Но в любом случае вы будете опускаться на дно своих эмоций и мыслей, но не потому, что вам будет плохо, у вас все будет налаживаться, а для того, чтобы провести очень глубокий самоанализ.
узнать себя, потому что здесь идут такие энергии, которые заставят вас задуматься над тем, а кто я есть на самом деле. Здесь медитации, но очень такие, знаете, глубинные. Вы будете искать истину. Здесь были люди, которые на вас много проклятий насылали в спину. Кто-то обращался, кто-то читал. Еще мне здесь идут псалмы за упокой по вам читали. Так читали, что вы болели. Это и переклады могли быть. Это женщина. Сразу говорю, женщина. За ней смерть придет. Она уже в пути. Возможно, вы как раз и узнаете, может, кто-то умрет из женщин. Женщина в годах, которая вредила вам. Мать ваша, мать мужа, мать вашей подруги, допустим. Разные ситуации бывают. Либо же это еще какая-то мадам, с которой у вас были какие-то контакты. Для одних это тесные контакты, для других из вас не очень тесные, но они были. И вот этот человек, возможно, это дела давно минувших дней. Так вот, этого человека не станет, и клубок начнет распутываться для вас. Третья волна будет такая. Ваши недоброжелатели, вот я скажу сразу, заболеют, их в медитацию тоже вкинут, мне это уже показывают. Но вопрос в том, выйдут ли они из нее, из этой болезни. Потому что разлет временных рамок между этими волнами, он катастрофически минимален. Такие перенагрузки энергетические люди с низким запасом благости просто не выдержат. Да, здесь вам приходилось, знаете, как с этой женщиной воевать за свою любовь, за свою наполненность. Она отбирала ваш ресурс. Да. Для кого-то из вас, хорошие мои, здесь будет новое сотрудничество с миром темных. Я же сказала, вас ведут на новые энергии. Для каждого из вас они будут различны. Для недоброжелателей тут же мне показывают, чем больше они будут пытаться на вас воздействовать по 15-му аркану и лезть в сотрудничество к этому товарищу, их отправят на переосмысление. К ним там уже другой выйдет. Забирать их ресурсы, это я специально для них смотрю. И здесь просто человека обнулят в энергетическом плане. Я молчу за финансовый поток, его нет от слова совсем. И здесь даже по здоровью вот просто, выключают физическое тело. Для кого-то кома, для кого-то временно, кто-то под наркозом будет. Без разницы, у каждого проиграется по-разному. Для осознанных смотрим сейчас. Вы будете учиться отстаивать себя, свои границы. Здесь познание магии определенного уровня на... Сейчас я вам скажу, подберу правильное слово.
на высоте абсолюта. Кому нужно, те поймут, о чем я. Здесь высота абсолюта и более глобальное понимание, что такое магия, как устроен мир, кто мы, для чего мы и куда мы идем. И здесь все для вашей победы. На перекрестках хорошо пойдет все. Вас выводят в статус императора. Мальчики, девочки, без разницы. Те, кто вам приносили девятку жезлов, сделали вас сильнее, особенно какой-то кубковый король. Там по справедливости будет от таташечки-то там. Итак, давайте посмотрим. Все-таки я выложу еще 5 карт, как и на предыдущие разы. И здесь кто из недоброжелателей попрется на погост, просто нос сунет. Молниеносная реакция этих сил на них и башня. Здесь мне идет прям картинка, как ваши недруги даже просто мимо погоста будут где-то проезжать. Тут же сработает эффект обратной тяги. Эта энергия подключится и достанет. И вопрос, а ну-ка, месяцы, нет, недели. Значит так, по недоброжелателям. Смотрите. Если кто из них сунется на погост, а они сунутся обязательно, потому что их будут туда тянуть специально, их будут тупо пихать на убой. И те, которые подумают, что они переждут этот момент, нет. Если человек создал огромный послужной список злодеяний на погосте за эти года своей жизни, особенно за последние 10 лет, его достанут даже у него дома, с любого погоста. Те силы, которым надо его сожрать. 10 недель будет идти расколбас этих личностей. Будут просто, знаете, как разъяренная собака, вот Цербер, знаете, да, кто это? Которая поймала добычу и треплет ее в разные стороны. 10 недель. Полгода от даты 9 сентября. И еще полгода этих людей будут учить правильному энергообмена. Те, кто пройдут испытания. И 8 лет понадобится людям, которые, пройдя вот это все, скажут: все, я меняю себя. Ровно 8 лет отработки. Но это не 18. После 8 лет там будет что-то свое. 8 лет ровно вы будете уходить от своих злодеяний. Повторюсь, при том условии, если вы пройдете данную мясорубку. Все это будут решать высшие силы. Кому что будет уготовано. Здесь насчет 10 недель кто-то и 10 дней не выдержит. Поэтому... Или потому, ребят, во всяком случае, предупрежден, вооружен. Хотя недоброжелателям, я не знаю, ну, то есть нашим недоброжелателям, да, людям, которые немножечко, да, скажем так, перегнули палочку в потребительстве за счет магии.
Ну, их время настало. Им просто сходило все с рук, и они думали, ну, сойдет, и тут там моей прабабке сходило, к примеру, да, там мамке сходило с рук. И мне сойдет с рук эта магия. Вы не учитываете, ребята, разность поколений. У каждого из поколений свои энергии, свои трансформации, своя карма. Так что, кого порадовала, очень рада, кого не особо обрадовала, значит, вам не нужно смотреть мой канал. Или можете и дальше продолжать смотреть, пускать пену у рта, дело ваше. Это выбор каждого из вас. Всем осознанным, по традиции, желаю добра этого мира. Пока-пока, ребят.